Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ну что сказать, коготок увяз, всей птичке пропасть. И жадность фраера сгубила. А всего-то хотела использовать, пустить в дело обрезки хлопкового тина и лоскутки ткани. Держите меня семеро. Мало того, что в технике Crazy нашила 12 очень красивых заготовок, так еще и залежи мебельных лоскутков решила разобрать. И еще при работе нам понадобится бейка. Простая прямая полоска ткани шириной 3 сантиметра. Дальнейшие действия очень простые. К одной стороне заготовок пришиваем эту полоску. Припуск 7 миллиметров. Шьем сразу много, гирляндой, насколько хватит длины полоски. Закрепки в начале и в конце каждой детали делаем обязательно. Дальнейшие действия очень простые. А дальше все просто. Режем эту гирлянду на отдельные фрагменты. А потом мы их сшиваем. Соединяем вместе в длинные полосы. Детали чередуем. 1 квадрат из мебельной ткани, потом цветной Crazy блок. Получились у нас замечательные лоскутные ленты. У меня не очень много деталей, получилось 5 лент, по 5 блоков в каждом. Для дальнейшей работы нам понадобится плотная основа. В принципе, у нас все детали получаются плотные, толстенькие, и Crazy блоки шьются на основе, и мебельная ткань плотная и объемная. Но для моего изделия дополнительная толщина не помешает. Поэтому возьмем кусок холстопрошивного полотна, соединим вместе с тканью основы и прошьем иголкой с ниткой. Работу начинаем с края изделия. Сначала пришьем, зафиксируем цветную широкую полоску. Здесь машинная строчка еще и простегивает изделие. Можно прошить простой прямой строчкой, а можно поставить какую-нибудь из декоративных. Следующий шаг – пришиваем полоску-бейку. А уже после этого приставляем следующую широкую лоскутную часть. Ее мы сначала пришьем по краю в стык к предыдущему ряду. Вы же сами понимаете, что лоскутные ряды у нас толстенькие и плотные. Если эти детали просто сшивать вместе, то получатся очень грубые соединения. А здесь мы эти стыки швов закроем бейкой. Но перед этим можно сначала зафиксировать лоскутную полоску, также прошить ее вдоль посередине. А уже потом пришиваем второй край бейки. В принципе, в самой технологии нет ничего сложного. Единственное, на бытовой швейной машинке сложно работать с деталями большого размера. Уже отшитую часть закручиваем в плотный валик, чтобы он мог пройти в узкий рукав швейной машинки. Напоминаю, что всю работу мы делаем в одном направлении. Начинаем с верхнего края, дошиваем до низа, переходим на кусочек вспомогательной ткани, нитки отрезаем и снова идем к верхнему краю. При стежке нельзя разворачивать изделие и продолжать шить в обратном направлении, тогда точно будут перекосы.
Поэтому и приходится все полотно сворачивать в трубочку, рулончик. И, конечно же, всю работу выполняем с приставным столиком. Когда все полотно дошито, его тщательно проутюживаем, выравниваем и отрезаем лишнюю ткань. Размер коврика получился 85 на 90 сантиметров. Дело в том, что изначально у меня в работе были прямоугольники размером 17 на 18 сантиметров. Размеры пришлось подгонять под умеющиеся куски мебельной ткани. Раскладка 5 на 5 блоков. Из них 12 крейзи блоки из мелких лоскутков, а 13 блоков это плотная мебельная ткань. Но в качестве однотонной ткани можно использовать и любую другую плотную. Хорошо здесь будут смотреться куски из старых джинсов. В принципе, уже сейчас получился нормальный полноценный коврик. Но раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Что-то мне захотелось и дальше продолжить работу с этой заготовкой, увеличить его размер. Задумалась я о детском игровом коврике. Постелить такой на пол, и пусть на нем малыш ползает, играет, тряпочки цветные рассматривает, цвета изучает. А мебельные ткани все с разной текстурой, и гладкие, и бархатистые. В общем, кто еще не подписан, срочно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!